Национальный парк Бейт-Гуврин полон сюрпризов. Гуляя по его дорожкам, не сразу понимаешь, что истинные сокровища находятся под землей. Здесь настоящий пещерный мегаполис, построенный более 2500 лет назад. Под толщей скал скрыты жилые дома, мастерские, склады и все то, что обеспечивало процветание его жителей. Сурен, город, основной город под нами, правильно я понимаю? Да, жители древней Мореши или Бейт-Гуврина вели достаточно интересную двойную жизнь. С одной стороны, у них был город наверху, который был открыт для всех, а с другой стороны, основная жизнь горожан проходила именно в подземельях. И здесь мы как раз с тобой спускаемся в одну из интереснейших пещер, где располагалась голубятня. Жаркий климат, постоянная военная угроза со стороны беспокойных соседей, легкость строительства в мягкой меловой породе – все это привело к тому, что город просто ушел под землю. Это рукотворные пещеры или так оно и было? Это рукотворные. Дело в том, что жители города Мореша и Бейт-Гуврина вырубали эти пещеры, начиная вот оттуда сверху, и постепенно вырезали куски мягкой меловой породы, тем самым создавая вот эти замечательные купола. Вырезанный камень они продавали, а получившиеся подземелья использовали для своих хозяйственных нужд. Подземные колумбарии, по-русски голубятни, поражают воображение своими размерами. Разведение голубей было одним из самых востребованных бизнесов древней Иудеи, и жители Бейт-Гуврина занимались этим в поистине промышленных масштабах. Сурен, мне кажется, эти голуби, они точно знают, что здесь их дом. Прям вот генетически их всегда тянет, потому что это, собственно, колумбарий. Пещера использовалась как колумбарий, место для разведения голубей. И вот эти треугольные ниши, они были деланы специально для этих птиц. Ну, а уже в наше время, в 1943 году, во время Второй мировой войны, здесь побывали солдаты польской армии Андерса и оставили после себя вот эти граффити. Можно прочитать слова «Полония», «Варшава», «Ровно». Кстати, в составе этой армии были в том числе и еврейские бойцы. Настоящей визитной карточкой земли Израиля всегда было оливковое масло. Многовековые традиции его производства бережно сохраняются и в современном Израиле. Эта древняя маслодавильня Бейт-Гуврина, кажется, и сейчас готова к работе. Сурен, как работал вот этот пресс для масла? В городе Мореша Бейт-Гуврин производили в год, по сохранившимся данным, порядка 100 с лишним тонн оливкового масла. То есть вообще астрономическая цифра. Оливки, собранные, относили вот сюда, под эту дробилку. При помощи деревянного рычага этот круглый камень раздавливал оливки в кашу, после чего их собирали и относили под специальные прессы. Давай спустимся вниз и посмотрим. Передавленные под прессом оливки приносили сюда в специальных мешках, свитых из виноградной лозы. После этого начинали выдавливать масло. Экстра вирджин, первый отжим делали с небольшим весом. После этого вес постоянно увеличивали. Масло и сок стекали в специальные бассейны. Видишь, тут есть такие небольшие ванны. Да, и внизу также было отверстие прямо под этими мешками, куда тоже уходили масло и вода. Позже они отстаивались, масло всплывало наверх, вода, сок вниз, масло вычерпывали и получали великолепнейший продукт. Хотела бы я попробовать это масло. Оно практически то же самое. Сегодня от наземной части города осталось совсем немного. И тем интереснее спуститься под землю и увидеть уцелевшие во времени помещения, в которых проходила главная часть жизни горожан. Склады, хранилища продуктов и даже жилые комнаты. Все это было надежно упрятано под землей от жаркого южного солнца и любопытных взглядов. Интересно, что наверху практически нету никаких сооружений. Ну, совсем редкие какие-то руины. Весь древний город Мореша, Бейт-Гуврин, находится под землей. И эти холмы, они просто как швейцарский сыр, изрезаны подземельями, цистернами, мастерскими. Все то, что необходимо было для жизни этих жителей, находилось там. Не имея природных источников воды, город, тем не менее, не испытывал недостатка в живительной влаге. Разветвленная подземная система резервуаров обеспечивала потребности Бейт-Гуврина. Сурен, ты куда пропал? Я стою сейчас в водяной цистерне. Здесь эти пещеры, которые были вырублены в меловой породе, позволяли хранить огромное количество воды. Мел, он абсолютно водонепроницаем. А воду эту использовали в том числе и для производства оливкового масла.
Рукотворные пещеры Бейт-Гуврина использовались не только для земной жизни его горожан. Не менее изысканными были и погребальные комплексы, в которых они находили свое последнее пристанище. Кто жил в древнем Бейт-Гуврине? Первоначальное население были хананейцы, семитский народ, о которых упоминается еще в египетских хрониках. Позже их сменяет народ, который назывался идумеяне. Это тоже были семиты. Чуть позже здесь селится уже в эллинистическое время огромная община сидонян, жителей города Сидона. Они были финикийцами. И, конечно, у них была греческая культура. И сейчас мы с тобой зайдем в семейную усыпальницу главы сидонской общины, который некогда был здесь похоронен, и здесь была похоронена вся его семья. Центральной погребальной нишей в этом комплексе является могила Аполлофанеса, того самого главы сидонской общины и отца огромного семейства. Ну а рядом были похоронены его родные и близкие. Изумительные фрески я вижу. Здесь носороги, дикобразы, тут же сказочные грифоны, все перемешано. Абсолютно верно. И кроме того, здесь огромнейшее количество символики, присущей именно эллинистической, греческой и позже уже римской культуре. Так, например, изображение трехглавого пса Цербера или Кербера, который охранял вход в подземное царство Аида, как бы служит предупреждением грабителям могил. Не входите, здесь все под охраной. Очень символичным также является изображение вот этого петуха, как птицы, которая пробуждает мертвых к новой жизни. А если ты посмотришь, там вдали у нас есть еще изображение фениксов. Птица, которая возрождается после смерти. Это все соответствовало древним верованиям в то, что когда-нибудь мертвые снова будут с нами. Продолжающиеся более века раскопки позволили археологам найти свыше 200 подземелий Бейт-Гуврина. Исследовательская работа ведется и поныне, обещая множество невероятных открытий и находок, до сей поры надежно укрытых в глубинах Земли. Этот пейзаж, наверное, не сильно изменился, да, за последние тысячелетия? Действительно, Иудейское Нагорье – великолепная местность, очень плавные, округлые холмы меловой породы, которая сформировалась несколько десятков миллионов лет тому назад на дне Мирового океана Тетис, она и сегодня покрыта оливковыми рощами, такими же, какие шумели здесь тысячелетия назад, когда здесь стоял великолепный город Бейт-Гуврин. То есть такой библейский пейзаж. Абсолютно.